Ты говори прямо. Слушай, давай прямо. Я тебе прямо скажу. Ты Динамо. Я вообще говорю, что мне, пожалуйста, только Ламборгини с ресничками. Со мной у тебя вся жизнь изменится. Ну, если у тебя есть много денег, ты как бы можешь же что-то поправить. А что у тебя? Какие-то проблемы? Я серьезно. Конечно, у меня проблемы. Малго! Что я тебя массу за 5 минут, ты что не видишь, это я. А махать не надо выйти и встретить меня. Привет, садись. Нет, ты не Нет, это неправильно, ты должен выйти и открыть мне дверь. А, ты в этом ключе? Конечно. И вообще, что это за машина у тебя? Нет, ну тачка Фауса, Nissan. Нет, дорогая машина там стоит, а это так, чисто девчонок возите полтоску. Чего? Нет, я тебе сейчас объясню, там переобувают резину. А я начал резину переобувать. А эта гадина мне поцарапала автосъезд, и, короче, ключом. Я говорю, давай красить свой счет, они сейчас красят мне машину. Где красят-то? Где красят автомобиль? Станции классят машину, сейчас пересядем, они докрасят, сейчас коровой, мы пересядем. Это запасная тачка для колтохи, весь грязная. Здорово. Нет, чисто из вежливости, один раз. Нет, нормально, давай. Да. Нет, В нормально. смысле? Я мыла руки сегодня. А, ты в этом ключе меня Да, просто дед так конечно. научил, короче, он один раз даму-то поцеловал, а потом пятна по яйце пасли, у него вот такие чесотки. Какую даму-то он поцеловал? Вот именно, даму своего сердца. У меня дед есть, красавчик, ВДВшник, вот. Здоровый, он, ну, ловелас. Девчонки его любили. Он с дамой познакомился, короче, вот, в Чебуечной, короче. Она там полы мыла. Да, она ему понравилась. Она наклонялась, полы мыла, а у нее юбка-то короткая. Он ей руку поцеловал, пятна домой перенес, короче, мы все чесотки. Это давно было, лет 10 назад. Ну, я тебе скажу, что от деда тебе что-то мало досталось. В смысле, не, я как бы такой джентльмен, ты за эту голову не бери. Ну, Я пока... какой ты джентльмен. Джентльмен. А что? Скажи джентльмен. Джентльмен. Джентльмен, скажи. Джентльмен. Ну нет. А, ты по поводу эффекта есть? Ну конечно. А, да это не бей в голову, это я там подрался, короче, один раз. И из-за бабы, кстати, не, да, было дело. А она, девчонка, стоит, плачет, короче, вот, на улице, вечер, темнота, холодно, Волпудилова ночь была. Вот. Она плачет. Сколько интересных историй. Нет, я человек открытый, я сразу разговариваю. Я подожду, девушка, что вы плачете, короче, вот. Ну, начал переобнимать ее, а оказывается, что она, короче, косырек потеряла, а тому спасал искать косырек. Он потом вернулся, как честь, меня сломал, короче, вот. Ну, ладно. Это А, душку ты тоже там потерял? А, не, это я сейчас к тебе списал, короче, вот. А там тоже девчонка на трассе стоит, короче. А я подъезжаю, говорю, сколько? Она говорит, 1000, я говорю, 700. Она говорит, 1000, я говорю, 700. Она говорит, нет. Я говорю, да пошла ты вон, пока засмотрелся, короче, этот, в яму въехал и головой обои, душка отвалилась. Это то есть ты спешил ко мне на свидание. Я тоже спешила, между прочим, да. И встретил какую-то девчонку, еще пытался из-за нее душку потерял. Я не встретила, целенаправленно ехал к тебе, а она по трассе стояла в зеленых колготках и с красной сумкой. Ну, такой наглость вот я вообще еще никогда не встречала. Друзья, и теперь самое главное. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочку на который я оставляю в первом закрепленном комментарии. Там мы с вами скоро начнем делать розыгрыши денежных призов именно для подписчиков моего телеграм-канала. И еще там будут все скрытые и самые трэшовые моменты, которые не попали в YouTube. И иногда я буду добавлять номера девушек, которых я разыгрывал, именно в свой телеграм-канал. Да и вообще непонятно, что происходит с YouTube, поэтому, друзья, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, и мы с вами будем всегда на связи. И ссылочку специально для вас я оставляю в первом закрепленном комментарии. Приезжает, значит, молодой человек на каком-то корыте, абсолютно грязном. Где-то машину потерял, говорит, что окрашивание у машины. Да Мерседес там стоит, ты что? Конечно. Ты же на фотках-то видела. Откуда я знаю, где-то сфотографировал? А ты что, мне типа не веришь, Ису? Нет, я тебе говорю, тачка там, ты не бей в голову. Давай подожди. Первая свиданка, ты пришла сразу, ну, типа недовольная. Ты успокойся, возле написано, все путем. Понимаешь ты или нет? Так это у тебя все путем, а у меня-то нет? А что у тебя, какие-то проблемы? Я серьезно... Конечно, у меня проблемы. Первая моя проблема — это ты сейчас. Я? Конечно. Подожди, давай с этого места поподумай. То есть мы с тобой списались, я тебе что обещал? В Дубай поехать, в ресторан отвезти, ну, Да. как бы совместно времяпрепровождения. А ты сразу наехала, и ты думаешь, что я теперь, после вот этого, что ты слов, буду тебе все вот это давать? Конечно. Конечно. Потому что я красавица и умница. И вообще. Нет. Супер. Ты дама красивая, вот именно, Со. Ты вообще мне сразу с первых моментов понравилась. Ну, то есть я когда фотографии твою деду показал, мне дед тоже помогает девчонок выбирать. Он говорит, нормальная барышня, говорит, похожая была. Это у которого сыпь была? Да, не, он вылечился сейчас, дед. Ну, правда, ноги отказали, Да. бухает у меня. Не, дед нормальный, красава. 78 лет, ВДВшник, на руках ходит сейчас, ты прикинь, без ног. Красава вообще, дед. Так, давай подожди. Я приехал, я тебе раскрою секрет, выбирать невесту. Вот.
Ну, по-серьезки. И ты так их кому на один день присла. Ну, чтобы я была невестой кого-то и познакомилась с кем-то, это должен быть очень хороший, красивый, на Мерседесе человек. Кепочка все путем ничего не исправит. Слушай, а причем, нет, у меня просто волос-то там нет, вот, я просто с Зинкой подрался один раз, бывшая у меня была гадина, вот, девчонка, я ее любил, как бы, и ненавидел в то же время, ну, как бы, два в одном во мне, вот, демоны, понимаешь, сразились, как бы, остаться с ней не остаться, я, короче, ее бросил все-таки, вот, не выпали, короче, у меня волосы из-за этого, короче, я посидел, От переживаний. да, я хотел вернуть ее, а потом она с дальнобойщиком уехала, короче, вот, я что-то ревновать начал, поехал их искать на Дальний Восток, короче, вот, по поездам ездил, а она проводницей-то работала, короче, вот. Она потом еще с армянами затусила, потом в Ереван переехала, короче, там ее искал, короче, не нашел, раз не начал, думал, на сайтах найду себе новую баловню, такую красивую, как ты, красногубую. Давай хоть приобнимемся, что ты... Нет. В смысле? Рано обниматься. Ага. Вечер, романтика. Нет, Давай возьмем тогда какой- маленькую, поедем какой- к тебе. Послушай, я не ожидала встретить такого типка вообще. Какого типа? Ну, вот типа тебя. Как? Я рассчитывала на симпатичного, не шепелявого, хотя бы с нормальными очками, Где молодого человека. возьму сейчас очки? На Мерсе, да, у тебя с фотками, там Бэха тоже была, О, кажется. блин, все тачки есть, в Вот, принципе, вот. практически. И кого я встречаю? Кого? Ты кого-то встретила по дороге вместо меня? Нет, Да, как сейчас я кого встречаю? Я встречаю шепелявого, неинтеллигентного выдумщика с огромными, не знаю, фантазиями, которые он себе чего-то выдумал, и, ну, видимо, насчет меня тоже. В смысле, ты про меня сейчас это все Ну, говорила? конечно. Что тебе не... То, что я... А Такое- куда я делал? Такое чувство, как будто кепка все путем, вот все исправляет. Ну, я все самовнушаю себе, что все хорошо. Не, ну, по сути, да, мне иногда бабы-то отказывают, как вот сейчас. Иногда. Ну, не иногда, но как бы из 9, как бы 9. Нет, из 9 девчонок 9, как бы, вот, бывает ну. отказ. Но 1/10 иногда соглашается. И то, когда я плачу. Вот, а они-то стоят, а я подъехал, 500-700 там накинула она. Все дела сделала, я поехал. Ты знаешь, я вообще вот психолог, и мне, конечно, да, и мне вот почему я еще все еще здесь, потому что мне интересно, как откуда такие люди вообще берутся. В смысле, ты психолог? Я таких людей не встречала, честно. Подожди, то есть ты мою душевную травму можешь залечить, вот по поводу бывшей моей Зинки? Вот как мне, подожди, как мне избавиться от мысли, она всегда перед... Я вот сейчас на тебя смотрю, а она сзади тебя стоит и пальцем мне грозит, не вздумай ее целовать. А я вот хочу приблизиться, а она мне не... Из-за этого у меня не клеится. Как мне вот избавиться от памяти этой? Я уже головой об землю бился, короче, что я только не делал, короче, вот. И квасил. А что будет, если она... Исчезнет, если она исчезнет, все, у меня жизнь наладится сразу. Я все, на тебе свой выбор остановлю, а так как тебе чисто на один день думал. Нет. На мне не надо выбор останавливать. В смысле? Но я не согласна с таким выбором меня. Подожди, то есть получается, ты связься по сайтам знакомств, пудришь музыкам голову, ты сейчас писла, я знаю, Что я пудрю? Как я пудрю-то? ну ты писла, я готовый на все. А я нет? Вот, вывод какой, кто из нас разводила здесь? Ты и я. Ты? В смысле, я по любви к тебе приехал, 3 раза подумал, ни разу не сделал. Ты что? По какой любви? В смысле, вот именно по своей искренней любви я всегда приезжаю к девчонкам. 2 раза обнимаю, 1 раз целую, поняла? А Зину зачем с собой таскаешь? Не, она просто в глазах у меня всегда маячит. Понимаете, вот памяти. Хочу выкинуть, она мне такая дама эффектная, 150 килограмм весила, 12 размеров ее. А мы с ней как познакомились? Она продавщицей была, вот. Она пирожками там торговала, ювелирная колбаса, короче, вот. А у меня денег в то время я бедный был, сейчас я богатый человек, короче, бабки есть. Я покупал полпирожков и что-то вот подкатил к ней, как-то и завязалась у нас на 3 года. Потом она, короче, облапоса, она аферистская оказалась. С дедом вынесла все имущество у нас, не посильно нас трудом. И продала, и свои власти, говорю. Вот. Может, как-то все-таки... Ты жениться хотел на ней? Нет, да, хотела, потом передумал. Я сейчас на тебе хочу жениться, я так подумал. Нет, у тебя райбаны бездушки. В смысле? Так если бы это были рыбаны, они бы с дуской были, а так китайская хрень за 200 рублей, видишь какая. Я так покупаю, чтобы не Ой. заебать, потому что я часто разбиваю очки дорогие, не беру. Ой, ну я не все отличаю, хотя как бы... Ты подожди, ты пришла, ты прояви инициативу какую-то, это я вообще девчонку выбираю, а не ты. Ты, давай С так, чего это ты выбираешь? подожди, а как? Вообще-то Да. женщина всегда выбирает мужчину. Кто это вам внушил это? Я читала, и я психолог, я знаю. То есть ты хочешь сказать, что сейчас
время-то, мне дед просто по-другому учил. Говорит, никогда не давай бабе повода тебя выбирать. Сам выбирай, какая тебе понравится. Вот так приходит на клуб, пальцем тыкает, говорит, сегодня ты со мной будешь. У деда всегда так покатывало. Командовать нельзя. Баба что должна делать? Готовить, стирать, убирать, сыть, работать. Это, между прочим, это самое главное. А мы мужики красивые, ничего не должны делать. Ты где-то видел, чтобы красивые мужики что Да делали? ты видишь, я даже дар речи потеряла от твоих слов. То есть ты хочешь сказать, за тобой как-то по-другому кто-то ухаживал? Расскажи мне, вот какие у тебя свидания были, мне просто интересно. Ну, например, однажды ко мне подошел молодой человек на улице и попросил позвонить в телефон, ну, телефон кому-то. Я хотела ему отказать, потому что никому не доверяю, в общем-то, да, чтобы давать телефон. Но он был такой симпатичный, что я согласилась и дала ему телефон. В итоге он набрал самому себе и узнал мой номер. А через пару дней он нашел меня на моей работе, подкатил с огромным букетом цветов на Мерседесе и сказал, что вечером повезет меня в ресторан. Вот, и мы в ресторане с ним поужинали очень вкусно. Я на 10 тысяч наела. Вот. И после этого он отвез меня домой, и все, И ты его проявила? конечно. То есть ты хотела сейчас наесть на 10 тысяч гречки, компота, чая, 2 ложки меда, вот это пармезана 300 грамм. В ресторане одна баба у меня нахавала. Ну что так. такое гречка? Что такое, я не знаю. А суп? А вот давай так, если бы тебя пригласил в ресторан, что бы ты сейчас хавала там? Мне просто интересно. Ну, я в соответствии с меню выбрала бы Ну, что-нибудь. к примеру, вот мы сейчас едем в изысканное. ресторан, у Сереги бабки есть. Я говорю, заказывай все, что хочешь. Ну, к примеру, что устрицы, херустрицы, вот эта хрень вся. Я не поеду с тобой в ресторан. В смысле? Ну, если переоденешься, вот как на фотографиях был, может быть. А, И с нормальным, ну, в нормальном авто, когда, если у тебя этот Мерседес существует. у меня все существует. А ты на все готова ради такого красивого, как я? Если тебе подаю красивую жизнь, со мной у тебя вся жизнь изменится. Пойми ты. Нет, нет, прости, нет. То есть, получается, ты хочешь сказать, ты типа от Петля сейчас. Ну да. Ты очень интересный человек, очень веселый. Я думаю, что очень юморной. То есть ты меня не компенсировал за потраченное время, я там свой бензин потратил, к тебе приехал. Мне одна дама, вот я вот приезжаю, когда к девчонкам, вот выбираю так, как тебя. Вот, если она мне не нравится, она мне компенсирует бензин. Вот позавчера ездила, мне 1500 дала, я заправила тачку, я Ты поехал. меня не пугай так, пожалуйста. Я, конечно, никогда не сбегала из там магазинов, не заплатив или нацепив на себя какую-то одежду, но сейчас у меня желание сбежать просто. В смысле, нет, ну получается, по сути, ты потратила-то мое время, ну конкретно я тебе. А говорю. мое? Так я готов с тобой там, ну, как-то, Что? ну, Нет. времяпрепровождение. Нет, я не готова и не желаю этого. То есть, получается, ты вот пришла, по сути, да? Да. Чтобы я тебя отвез в ресторан, ну, честно сказать, на халяву хавануть хотела. Есть у меня такие... Нет, я думала, что ты красивый, интересный, Зачем? молодой человек. Обязательно, меня, что некрасивый, давай так. Ну, хорошо, давай по пунктам. Что тебе конкретно во мне не понравилось? Вот прям конкретно. Ну, смотри, во-первых, шепелявишь. Раз. Ну, если у тебя есть много денег, ты как бы можешь же что-то поправить. Да, сейчас правда? врачи с Изгая приедят, короче, дед заказал, короче, они чисто вылечат мой эффект есть. Ну, видишь, мне очень неудобно тебя обижать, ну, то есть говорить вот это все. Ну, то сегодня эффект есть. Ну да. Ну, я его поплавил соску, вот и все. То есть, если бы мне эффект есть, все нормально было. Потом смени очки. Минетчики? Смени очки. Сними очки. Смени. Смени, у меня просто со слухом проблемы. Сменить, не, ну я сменю, я их сегодня только разбил, где я их сменю. Если поехал менять, я к тебе опоздал. Ну, можно было линзы по дороге купить симпатичные. Изи сок купить по дороге. Линзы. Не с девушкой останавливаться, да, там не около девушки останавливаться. Я спрашивать. линзы не ношу, они мне глаза натирают, потом глаза вот такие большие, как у тебя. Вот. Что, еще, короче, эффект есть и очки. Ну, ты худой. Вот такой нужен завод, чтобы был. Нет, мне нужен спортивный. Ну, Чтобы мы с смотри. ним бегали вместе, например. А ты что, В зал бегаешь? ходили, да. А сколько ты километров пробежать можешь? Ой, я очень много могу километров То есть, пробежать. подожди, ты реально быстро бегаешь? Но я выносливая, да. Блин, вот это еще и выносливо. У меня есть знакомые вот на границе с Казахстаном. Короче, они проносят свинину, а обратно, короче, бензин. То есть с Казахстана свинину они везут,
А отсюда бензин, короче, поняла? Тебе нужно будет пограничный район быстро с 2 канистрами 20-литровыми пробежать. Ты быстро бегаешь, плюс выносливая. То есть третью канистру тебе очень много платят. За одну ходку Но 1000 рублей. я же и не ломовая лошадь, чтобы так бегать. Не, ну а зачем ты просто так бегаешь? Ты можешь за это время бабки зарабатывать. Я бегаю для удовольствия, потому что когда бегаешь долго, выделяется дофамин. Кто? Дофамин. Что это такое? Духи какие-то? Нет, это гормон радости. А, ты типа без смеешься, как, ну, я видел таких один раз баловался, обязалась, я Нет, думаю, ну, не я нормально. бегу и радуюсь жизни, например. А, ну ты себя внушаешь, мысли, что Не задалась. внушаю, это организм так работает. Ты каким спортом занимаешься вообще? Зачем мне красиво, мне зачем спортом заниматься? Ну, Шахматами там раньше хотел заниматься, потом мне ухи сделали и все. какие ухи сделали? Ну, музык там начал играть, я могу посмотреть туда, переставил песку, короче, ладьей пошел, там конь, короче, вот, он проиграл 1000, а потом, пока я ее посмотрел, свою обманул, мне доской по ухам, ухи. А я думала, ты заснул и глазом упал на ферзя. Не, на ферзя бы я не упал никогда глазом, только на с королевой, с такой, как ты бы затусил, и все. Давай что-нибудь придумаем, что тебе не понравилось. Вот, если честно, мне немного обидно, что я тебе не понравился. Вот, серьезно, я тебе скажу правду. Я приехал из деревни. Мерседес это не мой, я сфоткался. Да, я человек-то не богатый. Я просто не пойму, а что девчонки на сайте только богатые нужны? Ну, конечно. Понимаешь, что я первый день здесь в Москве. Вот я только приехал, куда я сейчас поеду-то? Я к тебе приехал пожить вообще-то у тебя. Пожить? В смысле? А куда я поеду сейчас? Я только первый день здесь в Москве. Я здесь никого не знаю. Ты мне единственный родной человек здесь. Родной. Первый день меня увидел, уже говоришь родной. Ну я больше никого не знаю, здесь для меня все эти люди чужие. Ты хотя бы... Ну, как приехал, так и вернешься назад. Да куда я поеду, ты со? Ты, подожди, ты хочешь сказать, ты мне не сможешь сейчас? Да я хоть у тебя остановлюсь на месяцок дома там хотя бы. Я освоюсь здесь, я просто хочу за Москву переебаться. Слушай, тут не такие правила. Если ты приезжаешь, ты как бы сам, ну, за себя, да, ты сам решаешь, где ты будешь жить, как ты будешь жить. А уже потом, когда ты перестанешь шепелявить, там, снимешь очки, может быть, у тебя будут более реальные понятия о жизни в Москве, тогда, может быть, что-то и получится у тебя с какой-нибудь хорошей девушкой. Причем есть девушка, я вообще в принципе хочу пожить в Москве. Я с тобой познакомился чисто для этих дел, чтобы... Мне не обязательно любовь твоя не нужна, у меня этих баб, знаешь, сколько он трассовых стоит. Сколько? А, трасса? Ну, в смысле, 500 рублей, 700, у меня разные цены, 500, 700, 1200, больше не плачу, короче, вот. А чисто так подкатить к тебе домой никак? Нет, конечно. В смысле нет? Ну, в прямом смысле определенно нет, конечно нет, точно нет. Хорошо, а такой вопрос, а почему ты меня не можешь пустить к себе позыть, вот объясни мне. В чем Ну, причина? потому что, во-первых, я живу одна, во-вторых... Ой, это идеальный вариант для меня! Во-вторых, как это я буду жить с неизвестным мне мужчиной? Серега. Нет. Вообще-то женщина с мужчиной живет после свадьбы только. Не, ну расписываться я не готов, потому что ты будешь алименты просить за детей, у меня уже 2 таких есть. С чего ты вообще решил, что я захочу детей от тебя? Ну нет, давай не будем, ни роспись, ни дети, потому что у моих детей по стране, знаешь, сколько бегает. Постоянно проезжают, там в Волоне заехал, пацаненка погладил, папа Так хавать. ты же говоришь, что у тебя только соглашается с тобой одна из Вот одна как раз... одна из Тут тысячной. и получается так, что потом вот это детем она оказывается, понимаешь? Вот как так, я не знаю. Это на тебя навешивают просто. Хотят отсудить нас дом, 18 квадратных метров, огромный дом, ты прикинь, с дедом. А дед хитрый, короче, вот он документы спрятал, закопал, короче, у соседа. Слушай, даже если исключить шепелявость, Да. даже плохое зрение, плохой слух, Не, ну немножко, такого слуха нормально, там пчела просто залезла в ухо. немного, так сказать, Что еще? Ты говори прямо. Слушай, давай прямо. А я тебе прямо скажу. Ты Динамо. Вот Динамо ты глаза вот такие сделала, покаталась в дорогой машине, потерла мне дорогие сиденья. Я тебе в открытую говорю, Динамо. какая ты дорогая машина. Ну что, москвичи, вообще зазрались? Это Nissan 2007 года. Почти новая машина, еще 20 лет даже ей нет. Ну, Вы вообще... это, ну, Офигеть. прости, это ужасная машина. А ты что, какие-то дорогие... Каталась на дорогих машинах? Ну, конечно. Я вообще говорю, что мне, пожалуйста, только Ламборгини с ресничками. Знаешь, почему с ресничками? Потому что это очень редкая модель, раритетная. Серега раритетный, таких больше нет, понятно? Цепляйся за него. Радуйся, что вообще я к тебе пришел, что я с тобой разговариваю, я бы мог к другой бабе поехать. Понимаешь ты нет, Конзее Петровне? Нормальная баба, что училкой работает в соседней школе.
Я бы с ней бы все дела бы сделал, бы, а я берегу энергию. Давай звони Анжеле Петровне. То есть ты хочешь сказать, что я вообще как бы тебе не понравился? Вот даже если исключить вот все внешние эффекты и поведенческие эффекты, Мгм. да, голова у тебя где? Где? На голове. Ну, мне кажется, под этой шапочкой ничего нет. В смысле, ты хочешь сказать, что я не умный? Нет, прости, нет. А давай так. Я тебя проверю, умная ты или нет. Давай. Нет, Одним не надо меня вопросиком. проверять. Я просто такой легкий вопрос. 2 + 2 + 2 + 6. Сколько будет? 2 × 2 + 2 + 6. Да, сколько будет? 4 плюс 2 × 2, Плюс 2 + 6. Сколько будет? а 4 плюс 6 – 12. Всего. Ну, ты долго считай. Ну, потому что ты меня врасплох взял. Я уставшая еще, между прочим. Так давай поедем к тебе отдохнем. Нет. В смысле? Я думал, ты сейчас вообще как девчонки у нас в деревне как встречают. С бабой если познакомился. Она пришла. Сгоняла похавать, купила. Ты пришла с пустыми руками. Ты вообще без цветов пришел. Не, я хотел цветы купить, а потом подумал, нафига тебе цветы-то на первой встрече? А Ну, вдруг чтоб ты меня я- продинамис? ну А вот так и я- вышло. а Я как так- воду глядел. Так и я бы побила тебя еще этими цветами. За что? Ну, за то, что вот приехал ко мне такой не очень вообще. А ты что, кого? Лендро у нас дала и что? Чего? Ты давай не трепи нервы мне. У вас, девчонок, как? Время уходит, вы вот это выбираете хоть, а потом с косками зовете. Да, с кошками лучше, потому что... Это чем это? Серега будет всегда на диване лежать, ты приходишь, он всегда дома, роднючка твоя, язык и футбол смотрит, пивасик пьет. Это же лучше, чем Серега, если лежит на диване, лишает меня всех других мужчин. А Потенциальных, которые на Мерседесе. зачем вам Мерседесы? Ну, будет у тебя, окей, давай так, будет у тебя Мерседес, ты такая с окна смотришь, о, Мерседес мой. И что это дает тебе? Радость какую-то? Ну, конечно. А какую радость-то? В пробке стоять в вашей Москве здесь. У нас в деревне колоссы одень, по навозу пройди, свежим воздухом под усы корову подаи, яйца собери у куей. Вот это радость. Если мужчина заработал на Мерседес, значит, он достаточно умный и интересный мужчина. А может я просто понимаю, что ты деньги с собой туда не забьешь, что много денег не надо копить постоянно. Надо жить сейчас, этим днем, понимаешь ты или нет? Не соглашусь. Ладно, а что мне надо сделать, чтобы вот я тебе понравился? Просто как мне быть? Как? Это unreal просто, это нереально. То есть, типа, вообще как? Да. В смысле? Не, я чисто поблизости, у меня глаза-то зрение минус. Так и так очечки-то есть. Не, очечки-то есть, а тут-то минус 12, а тут плюс 4. И у меня резонанс идет. А чтобы Говорю, сбалансироваться, надо хотя бы языками закуситься. Есть, есть хорошие линзы вообще-то. Да линзы, я тебе говорю, глаза натирают. Дорогие линзы, ты видела почем? Не очки-то разбил и ну как искриел и все. Ну, ты можешь носить пенсне, как Чехов. Во, я хотел, так у меня одно очко было от бинокля, дед мне дал глаз. Девушка остановилась, я присмотрелся, короче. Нет, то есть мы к тебе никак. Нет. А что мне делать, ладно? Давай так. Я приехал с деревни, 4000 километров к тебе. Что мне делать? Прокатиться по Москве, полюбоваться Москвой, хорошая погода и поехать обратно. Может, мы с тобой вдвоем, ты мне... Давай так. Представим, что я просто твой родственник. Вот, дальний. Я приехал, короче, вот. А ты меня сейчас пояну накроешь, по Рабату погуляем, бензозаправься, я домой поеду спокойненько. Ну, у меня дела были уже. В смысле, нет, ну а почему ты не можешь провести экскурсию мне по Москве? Ну, потому что я не хочу терять на это свое время, прости. То есть, значит, то, что я приехал на все, как бы согласен, по сути, с тобой. И Ну, то, а я уже и ну, то. я не согласна. Ты не прямо одна на сайте была, ты знаешь, сколько там девчонок, они все мне писали, лайки ставили, а я, дурак, на тебя повелся. Вот дурак и все, вот дед говорил, не ведись на первую встречу. Нет, опять кота в миске купил, А получай. почему это я тогда была первой встречной? Потому что ты меня Потому, да. просто, я крутнул руетку, пальцем тыкнул, ты первая встретилась мне на моем пути. То есть мне повезло. Ну, получается, что мне не повезло с тобой, понимаешь, или нет? Мне не повезло, вот дурак, вот попадаю в капкан любви постоянно, вот влюбился в тебя и все. И что мне теперь делать? Караулить тебя возле дома? Нет, вернуться Точно. в деревню Я и сейчас узнаю, где ты страдать. завез, простезу, и буду тебя караулить возле дома, а вечером ты будешь идти, я буду тебя ловить и цветы доить постоянно. Не надо. Это Лазить тебе в окна, ты на каком этаже завез? Стучаться тебе в дверь, на записки. 22-м я это Я тебе буду записки по 2 класс, на работу к тебе буду приходить постоянно, чтобы все знали, что мы вместе. Вот это лайк на май. Я буду в машине спать, а свое тепло. Все, я тебя добьюсь. Сколько надо по времени тебя добиваться?
никогда у тебя этого не получится. А я тебя год буду добиваться, каждый день тебя преследовать буду, каждый день. Ну, знаешь, мне по 5 лет добивались. И что, добьетесь? И получше, посимпатичнее парня. А что ты так меня это обязать постоянно Ну по вот симпатии? прости, просто я, когда на меня начинают вот так вот давить, да, Динамо, я не добью, я в открытую говорю, Динамо. Ну как? Как? Кому? Я в деревню приеду, кому я скажу, там все ухахатываться будут, баба Сереги не дала. Это вообще полный бред. Потому что я там самый красивый. Я 3 раза конкурс красоты выиграл в деревне, между прочим. из скольки человек, там, 800 человек? Не, ну 800 человек, да, но 700 баб и 100 музыков, короче. Вот. У нас 4 человека участвовало. Дед Ваня, Анатолий Петрович, короче, я там еще, короче. Мой дед тоже участвовал, на руках высыл, короче. Просто судет не выиграл. Но ты не обессудь, просто когда на меня такое давление оказывают, я могу быть грубой. И вот говорить такие жестокие вещи. Какое я тебе давление оказываю? Ну, типа, мы к тебе поедем, ты еще поляну накроешь, и мы еще погуляем сейчас, я к тебе ты мне экскурсию проведешь, потом я тебя буду 100 лет добиваться. Это давление? Конечно. То ты же не знаешь, как Серега давит на девчонок. Он Ой, добивается я не хочу знать. постоянно, а я к тебе ласково, по любви. Понимаешь, я тебе от чистого сердца приехал. Вот я тебе серьезно говорю, где-то он зефира тебе купил, даже банкет по дороге ехал. Вообще-то, думаю, мы чайка у тебя попьем. Это не зефирки, это тарталец. Какая разница, хава и все, как шоколад, конфет. Слушай, там даже нет начинки, это просто ты не увидел, наверное, там даже нет начинки. А что это такое? А это просто, ну, тарталетки, туда можно вложить все, что хотите. Все, что хочешь. Душу я вложил туда, свою гадина меня обманула продавщица. Говорю, дай вкусно. А я ей объясняю, что зрение у меня плохое. Не нужно так беспокоиться, это всего лишь тарталетки. Ты захавала сейчас все? Ну, Докажи мне, что это, как бы, ну. но я не буду. Ну и что тогда я другой бабе подаю, нефиг выпендриваться. Нифига себе, все мачцы. Она меня обманула сейчас в магазине. Говорит, 300 рублей я отдал. Говорю, дай вкусное что-нибудь. Она видит, что зрение плохое у меня. Тарталетки эти. Давай так, все-таки спокойненько сейчас поедем к тебе. Ты маленькую возьмешь, сметнись в магаз. Возьми вискарика, бутылочку. Прости, нет. Я очень сожалею, что тебя обманула продавщица, что тебе со мной так не повезло, но все-таки нам нужно распрощаться. То есть, получается, вообще без вариантов свои и как? Ну, конечно. Типа, а что? А если я изменюсь, окей, давай так, я от тебя меняюсь, становлюсь красивым, с хорошим зрением, поправляю эффект речи, и я, мы с тобой как бы, ну. Но мне кажется, это можно найти другую девушку, с которой тебе будет, которая примет тебя таким, какой ты есть. Тут уже сопияву, что ли? Да. Тут нафиг не сопиява, еще сопиява не зыл. Ну почему? Может быть, какая-то девушка разглядит тебе что-то особенное? А ты во мне не разглядела свои особенные? Нет, я не успела. Не, вот честно, я готов реально ради тебя поменяться. Вот стану крутым, пересядем на Мерседес, короче, я тебя покорю, подаю тебе цветы. Зрение тебе не нравится? Вопросов нет. Сейчас я снимаю очки, протираю глаза. Все, я вижу тебя нормально, в принципе. О. Сейчас попал. О. В эффекте тебе не нравится есть? У тебя есть... Сейчас, я ради тебя, вот серьезно, я... Все поправил, я эффект речи. Нет дефектов никаких, все, наконец. Я могу, я когда напрягаюсь, дефект у меня проходит. Зрение сейчас нормальное. Все, я нормальный. Ты же хотела нормально? Ты же сказала, дефект речи убери, зрение, чтобы у тебя нормальное было. Все, я нормальный. Что? Что? Как это произошло? В смысле, ну я просто напрягся, вот. Я иногда так могу, в общем, напрячься. Ненадолго у тебя это? Ну, я так думал, что на всю жизнь. В принципе, на всю жизнь, вот. Че, можем, в принципе, деньги-то есть, можем в кафешку поехать, сейчас перекусить там, ну. Зрение у меня нормально, все, я вижу хорошо. Ты, девчонка, красивая, мне сразу понравилось. Но у меня есть вопросики пока что, прежде чем ехать куда-то. Так, какие вопросики, я тебя слушаю. Зачем это все было? Что? Обратные метаморфозы, когда ты шепелявил и эти глупые очки носил. Нет, очки-то я носил, у меня же зрение было плохое. Ну? Все, зрение нормальное. Ну так не бывает. Как не бывает? Так не бывает, что человек шепелявил, а тут вот раз и все. Нет, ну я скулу напрягаю, вот смотри, вот здесь. Ну вот, короче, сейчас, если напрягу обратно, все, видишь, опять цепиявый я. Нафига это надо? Вот ты сейчас доиграйся, и зрение опять упадет у меня. Вот что ты глазенками лупаешься, сейчас придется напрячься и все. Так не бывает. Все, не хочу я шепелявить. Я хорошо знаю физику
диалоги людей именно в части, вот, лицевой части, это неправда, то, что ты говоришь сейчас. Слушай, ну на самом деле я тебя разыгрывал. Я ютубер, я блогер, я снимаю такие ролики. То есть вот видишь, регистратор висит? Смотри, я записываю такие ролики, приглашаю девушек на свидание. Разыгрываю их здесь, представляю шепелявым, не шепелявым, ну то есть по-разному. Разыгрываю их и как бы вывожу на эмоции, поняла? Получилось меня вывести на эмоции? Нет, кстати, вот, ребятки, вот с ней мне было очень трудно, потому что она очень спокойный человек. И что бы я ни делал, я хоть бы я здесь трешовал, хоть бы к ней приближался, или как всегда я конфету искал, я бы не смог ее вывести на эмоции. Или все-таки, если бы я вот полез бы к тебе, лупанула бы или нет? Ну, лупанула бы и сбежала. А, ты бегаешь быстро, говорила. Ну да. Ну, как бы я бы лупанула, да. А что за ролики, куда снимаешь? А, я тебе сейчас покажу свои ролики, кстати, чтобы ты понимала, про что речь идет. Так. Смотри, я снимаю такие ролики, приглашаю девушек на свидание, смотри. Видишь, это я, такой же шепелявый, просто неуклюжий, в очках приезжаю и разыгрываю девушек. Это я, кстати, в Индии снимал. Ребятки, вы меня многие спрашивают, где я снимал. Это Индия, Гоа. Я там снимал очень много роликов. Поняла? Поняла. Видишь, девчонка тоже недовольна. Ну, сейчас она довольна, а в конце будет недовольна. Ну, она, да, она такая смешная была, ну, в том плане, что я ее рассмешила, она смеялась. Но тебя я реально пытался вывести на эмоции, ну, ты очень спокойный человек. Ну, я не знал уже, что говорить. Я тебе такую пургу нес вообще. Ты реально психолог спокойная такая, да? Я реально психолог, и я бы хотела извиниться за, возможно, некоторую невежливость, когда я говорила что-то не очень прямым А текстом. как? Ну как не, конечно, посмотри. Ты все правильно говорила. А как можно, ребятки, ну а как можно по-другому сказать? Посмотрите Но на это меня. невежливо, наверное. Думаешь, невежливо это? Да. Да нормально все. Ты что, я тебе такую пургу нес, еще и говорил, что ты Динамо, там, и это ты меня извини, что я на тебя наехал. Поэтому, ребятки, с вас мега огромное количество комментариев, потому что очень спокойная девушка. И у меня к тебе еще самый главный вопрос. Вот ты же поняла, да, что я тебя снимал. Ты вот видела мои ролики, я тебе показал свой канал. Можно я смонтирую? Ну, я вот специально тебя разыгрываю, потом монтирую ролики и добавляю к себе на канал. Можно я смонтирую ролик, добавлю к себе на канал, скину тебе ссылочку, и ты потом посмотришь. Ну, у нас ничего не было такое, просто как бы пытался разыграть. Можно сказать, даже не разыграл, а пытался разыграть, потому что ее реально не пробить ничем. Можно добавить? Ну, можно, но только, надеюсь, не будут меня строго хейтить за некоторые моменты. Ребятки, не пишите ей плохих комментариев, пожалуйста. Пишите только хорошие и мега-мега огромное количество лайков. Я все компенсирую, такси, ресторан будет, ты за это даже не переживай. Спасибо. Ну а мы сейчас поедем попьем кофе, да, как я и обещал, там перекусим. Окей. Поэтому, ребятки, возможно, вторая серия будет на лайв-канале. Ссылочку вы найдете в первом закрепленном комментарии. И не забывайте, что все, что скрыто в Ютубе, будет в моем телеграм-канале. Ссылочка будет тоже в первом закрепленном комментарии. Все, ребятки, мы поехали пить кофе. Всех обнял, поцеловал. 2 раза.